Закончился первый матч Пюника с Будиоглимт, и выводы по нему для нас неутешительные. Еще перед матчем было понятно, что Будиоглимт – это совершенно иного класса клуб. И фавориты в этом противостоянии именно норвежцы. Тем не менее, шведский кальмар тоже считался фаворитом по мнению букмекеров. Однако две уверенные победы Пюника над шведами вселяли в армянских болельщиков надежду, что и с норвежцами можно потягаться. Стоит оговориться, что сюрпризом для всех нас стало отсутствие заявки на матч Луки Юричича. Как стало известно потом, боснийский нападающий перешел в румынский Клуж, где получил ощутимую прибавку к зарплате. Пюник же получил 150 тысяч евро за своего футболиста. Сумма небольшая, но, видимо, на переходе настоял сам Юричич, и это очень ослабило линию атаку нашего клуба. Будиоглимт с первых минут включил сумасшедший прессинг. По крайней мере, таких скоростей в чемпионате Армении не бывает. Пяти минут было достаточно, чтобы норвежцы забили. Отличился 22-летний датский полузащитник Альберт Гронбек. В этом эпизоде виноваты были все. И опытный Дашьян с Григоряном, не сумевший остановить датчанина, и Коваленко с Бучневым. Вскоре стало ясно, что норвежцы не собираются снижать темп. Атаки сыпались каждые несколько минут. Где-то Пюник спасал Бучнев, где-то везение. Норвежцы были физически сильнее, быстрее, техничнее и уж точно не уступали в желании победить. На исходе получаса Фарис Мумбаня удвоил преимущество хозяев. Доминация Будиоглимта была настолько тотальной, что в тот момент хотелось хотя бы сохранить счет 0-2 для Пюника и теоретические шансы что-нибудь придумать на домашней арене. Причем самое неприятное заключалось в том, что наши футболисты бились изо всех сил. Их нельзя обвинять в равнодушии. Просто классы команд были несопоставимы. Казалось, что перерыв – это то, что нужно Пюнику, и в раздевалке Ереше Меликян сумеет поднять боевой дух наших ребят. Но, пожалуй, это тот случай, когда психология ни при чем. Норвежцы и не думали останавливаться. На 56-й минуте Амаль Пелегрино забил третий мяч своей команды. Опять же, непонятно, кого обвинять в этом эпизоде. Футболисты Гримта просто все сделали идеально. И снова они не захотели отдышаться. Вместо этого дальше бежали вперед, как будто счет 3-0 в пользу Пюника. На 84-й минуте Станислав Бучнев вытащил просто мертвый мяч, а затем спасла еще и голова Жуниньо. Удивительно, но первая по-настоящему опасная атака нашего клуба состоялась только на 87-й минуте, когда с подачи углового Хуан Браво мог отквитать один мяч. Тут уже повезло норвежцам. Буквально через минуту Пюник создал еще один голевой момент, но Тубанджо с неудобной позиции не смог обработать мяч как следует. Матч так и закончился 3-0, и, честно говоря, счет мог бы быть и 5-0, и 6-2, но это не имеет значения. Факт в том, что на поле были команды разных классов. Одна случайно попала в Лигу конференции, хотя должна выступать в Лиге чемпионов или Европы. Другая мечтает о том, чтобы подольше выступить в Лиге конференции. И в этом вины Пюника абсолютно нет, это реальный уровень нашего клубного футбола сегодня. Ответный матч состоится 17 августа в 20:00 по ереванскому времени. Обычно в своих прогнозах я стараюсь быть оптимистичным, но здесь скажу как есть. Я не верю, что в Ереване случится чудо и Пюник сумеет победить по итогам двух встреч. Я даже в нашу минимальную победу не верю. Тут все будет зависеть от самого Будиоглимт. Если норвежцы выйдут покатать мяч, вполне возможно, что будет ничья.
А если будут биться так же, как дома, то все закончится очередной уверенной их победой, при всем уважении и любви к Пюнику. Если не согласны со мной, обязательно пишите свое мнение в комментариях. Тем более это придаст активности видео. Ну и не забудьте лайки и подписки. До новых встреч!